Очень много сегодня вечером было Брянска. Туда на фоне переговоров, на фоне, там объявили, что на следующей неделе выберут дату и объявят, что будет трехсторонняя встреча. На фоне вот этих всех там, размышлений о том, как иранская война сможет закончить украинскую, полетели ракеты в Кремний-Л. Это публикует Зеленский, ему доложил Сырский, говорит, Сырский доложил, попали точно в цель, вот он этот завод, микроэлектроника, компоненты для ракет, компоненты для вот этих всех смертоносного оружия в Брянске. Я, если честно, немного, я всегда очень критически воспринимаю, напишите, что думаете. Понятно, что есть Кремний-Л, понятно, что есть этот завод, но располагать его в Брянске, завод, который Россию обеспечивает вот этими компонентами электроники для ракет, тем более для баллистики. То есть баллистика летит из Брянска, и там же чипы делают, наверное, какие-то там платы, микросхемы. Ну, в общем, Зеленский признал этот удар. Удар на самом деле такой был, достаточно впечатляющий. Значит, вот конкретно люди в шоке, они... представьте, город Брянск, украинские паблики радуются, говорят, вот наконец-то они почувствовали все. Это из непосредственной близости. Водитель сел и быстро дёру оттуда, правильно, нечего там, конечно, все как бы напуганы. Домом. Вон тот домик, трехэтажка. А у меня к тому слову, у меня там бабушка живет. Бабушка живет. Конечно, все очень напуганы вот подобным ударом. Ну и вот снимают дым, который поднимался, и, собственно, вот эти удары. Вот. Меня не видно было. Это, блядь, хер пойми, что летит, блядь. Еще. Вот. То есть, смотрите, похоже на реактивный дрон, а может это такой дрон, который, да, вот непосредственно, может это как бы ракета просто. Ну, Зеленский сообщил, что Storm Shadow. На вид не скажешь, что это Storm Shadow. Мы помним удары Storm Shadow, но, тем не менее, люди снимали, люди выкладывали, и никто этому не противодействовал, как говорится. Люди в шоке, ударов было несколько. В общем, все как бы поняли козыри Зеленского в этой войне. Соответственно, как только все запахло каким-то давлением на Зеленского, нужен какой-то вот такой удар, чтобы разнести по всей округе. И была вот эта вот ответка. Ну, тогда, типа, это ж не ответка, потому что Россия агрессор, поэтому она не отвечает, она просто бьет. То есть этот удар, сказать, что он что-то принципиально очень важное решил, тем более, что, как сообщают, опять-таки, ракет было несколько. Зеленский говорит, попали, но какая-то ракета попала возле кинотеатра 50 лет октября. И там 6 человек убило, еще там ранило около 40. Сейчас, может, статистика обновилась, буквально вот в эти минуты, но это было вот там пару часов назад. То есть это трагедия. Вот украинские паблики смеются, типа Униана, вот наконец-то вы почувствовали, как у нас. Соответственно, запрос будет расти на что? На какую-то ответку. На какой-то орешник, на какой-то массовый комбинированный обстрел, который там делается с определенной регулярностью, но не так часто, как мог бы делаться. Соответственно, Зеленский вызывает таким образом огонь, собственно, на себя. Для чего? К переговорам, чтобы их не состоялось. А сам, понимая, что проблемы с ПВО, они не просто там на пороге, они вот уже... То есть это абсолютно какая-то, есть шахматы, есть шашки, а есть вот это Чапаева, знаете, когда лупят вот эти шашки и как бы выбивают друг друга. Вот так сейчас идет этот размен. А он говорит, ПВО. Що Україна отримає в обмін на допомогу на Близькому Сході?
Передусім, ми піднімаємо питання щодо дефіцитних для нас ракет для систем протиповітряної оборони. Ми говоримо ПАК-2, ПАК-3. А в цілому, ви знаєте, що ще рік назад ми пропонували Сполученим Штатам Америки дрон-діл. Дрон-діл, який складався із перехоплювачів, і не тільки. В принципі, такий загальний наш досвід, загальні наші можливості виробництва. Ну, то есть этим дрон-дилом сейчас вот всех задалбывает, как раньше задалбывал 21, ну, типа 21 пункт, да, или 21 пункт, мирный план, ну, очко, 21. А сейчас дрон-дил. В об'ємі, який ми сьогодні не використовуємо. Тобто у нас просто немає фінансів профінансувати все виробництво, всі наші спроможності. В принципі, ми це пропонували передусім американцям, нашим партнерам, а те, що сьогодні Близький Схід має якийсь запит до нас, то все це є, скажімо так, частиною, в принципі, дрон-діла. Тому дрон-діл для Сполучених Штатів Америки абсолютно актуальний. Это какой-то цирк. Он называет дрон-дил. Давайте, дрон-дил. Ну, ему бабки нужны для дронов, для всего. Ему надо, Орбан же его как бы немножко перетрусил. Там же есть несколько версий. Мы с Мосейчуком обсуждали на прошлом эфире, что это были вообще за деньги, да, и почему такая истерика на верхах, да, потому что инкассаторы встречают их на границе как героев. Потому что это те деньги, которые нужны были. И он же думает как, чтобы поток капусты не иссякал. И поэтому это все маскируется под названием дрон-дил. И вот, говорит, мы американцам предлагали, раз уж персы, Персидский залив, страны Персидского залива, давайте с ними будем дрондилить. А американцы, мы вообще американцы, мы с вами. Вот смотрите, как можно зарабатывать денежку. Вот давайте, вот тут, вот так. А те как-то не хотят, морозятся от него. Хотя вот как бы официально запросы были, там для Ближнего Востока. Говорит, мы хотим обменять на ракеты Патриот. На ракеты Патриот он хочет обменять. Так ответку за Брянск, да, влупят через буквально какое-то обозримое... А ракеты поставят? А что у нас с ПВО на фоне ближневосточного кризиса? Сам, говорит, признает, да, у нас беда с ПВО, и вместо этого, чтобы как-то под шумок, втихушечку, как он говорил, не ракеты для патриотов передать, а оформить какое-то хотя бы минимальное воздушное перемирие такое, не афишируя, что мы туда не бьем, он бьет туда перед переговорами, после хорошего созвона Трампа и Путина, после слов Виткофа, что нет, они не помогают Ирану, у нас все отлично, у нас все на мази, мы выходим на трехстороннюю встречу, а тут наносят подобные удары. Понятно, что военный объект, понятно, что никто там не целился в этих убитых гражданских. Ровно то же самое, можно сказать, и про российские обстрелы по Украине. Но время это он использует ровно для того, чтобы отсрочить, затянуть, вызвать огонь на себя, потом стать в позу, смотрите, вы там все разрушили. Дружбу, наверное, разрушат после следующего удара. Дружбу. Ту, которая между ним и Орбаном стала. Сегодня материал вышел умопомрачительный в украинских СМИ, что Орбан использует искусственный интеллект, образ злого Зеленского в своей предвыборной кампании. Значит, он улыбается очень подлой и хитрой улыбкой. А там слоган под низом: «Не позволим Зеленскому быть последним, кто смеется». А эти плакаты развесили по всей Венгрии правящей партией Орбана. После 16 лет пребывания на своем кресле Орбан отчаянно борется за то, чтобы переизбраться. И сейчас, за месяц до выборов, он по опросам отстает от Мадяра на 10%. Последним оружием, пишет украинская пресса, Орбана стала жесткая антиукраинская кампания, в которой он представляет Украину как коррумпированную страну, которая в случае вступления в ЕС отберет в Венгрии все для нее деньги. Орбан также обвиняет Зеленского в блокировании поставок дешевой российской нефти и поддерживает, собственно, связи с Россией. И деньги, которые там направляет, обвиняет, что оппозиции направлялись.
Улыбка Зеленского на плакате выглядает очень знакомо венграм. Во время предвыборной кампании 2018 года пропагандисты Орбана, представьте, какой слог, пропагандисты Орбана. Если у нас туда политтехнологи, советники, а там пропагандисты Орбана, похожим образом изобразили Сороса. Тогда Фидес утверждала, что Сорос заманивает десятки тысяч мигрантов в Европу, чтобы сделать католическое население меньшинством. Врали, наверное, в 2018 году про Сороса. Врали. А сейчас у нас православное большинство в Украине. Я задам такой немой вопрос, напишите в комментариях, очень интересно. Вот сейчас большинство в Украине православная страна, да? Иммигрантов мы не хотим завозить на фоне демографических проблем. Вот что Орбан говорит в своем выступлении о Зеленском. Он прям речь ему толканул, посвятил на своем партийном митинге. Смотри на себя, Владимир. Внимательно посмотри в зеркало. Пока там еще отражается кто-то, кроме призрака в оливковой футболке. Ты ведь до сих пор веришь, что ты в главный герой этой пьесы? Ты, мелкий комедиант, возомнивший себя вершителем судеб великого континента. Ты заигрался. Твоя сцена залита кровью, а ты все ждешь, когда суфлер подскажет тебе слова о победе, которой не будет. Ты не Давид, сражающийся с Голиафом. Ты паяц, которого вытолкнули на арену, дали в руки картонный меч и пообещали, что боги Олимпа будут на твоей стороне. Но боги сидят в Вашингтоне и Брюсселе. Они пьют дорогое вино и смотрят на твои мучения, как на гладиаторский бой в HD-качестве. Им не нужна твоя победа, им нужен твой бесконечный процесс саморазрушения. И ты в своей бесконечной гордыне скормил им целую страну. Ты винишь меня? Ты смеешь цедить сквозь зубы угрозы в адрес Венгрии? Потому что я не хочу сгорать в твоем костре? Твоя наглость не знает границ, как и твоя наивность. Ты требуешь солидарности, но что такое твоя солидарность? Это общая могила. Ты хочешь, чтобы вся Европа прыгнула в пропасть вслед за тобой, просто потому что ты не справился с управлением. Ты превратил Украину в гигантский морг, в пустыню, где вместо колосьев пшеницы... В общем, да, гробы, кресты. Как это? Кладбище объединяет Украину, понимаете? А теперь оно должно объединить еще и Европу. А ведь это так и надо. Вот так же это все и работает. Тут дрондил, тут мирный план Зеленского 23-го года. Помните, был такой? Тут еще какая-нибудь история, тут вот такая, тут вот какие-то моменты, а тут санкции введем. Введем и Европу заставим, пускай она тоже там накладывает санкции свои европейские, но мы же партнеры, мы же друзья. И Орбан вот этой речью расставил все свои политические приоритеты. Но не надо было про живот, не надо было про адресок, который он сбросит, и телефон, чтобы ВСУшники позвонили. И там, конечно, это все гиперполизировано, там пора 5-ю статью включать, НАТО, Венгрия часть НАТО, но подтекст определенный в этих заявлениях есть. Слишком далеко все зашло, и слишком ставки высоки. Но он же думает, что Мадяр же побеждает. Мадяр. А если Орбан победит? Вот это будет абсолютная история. Но Зеленский же, он думает, что он несет свет и защиту всем. Это просто потрясающий момент. Вот сегодня там день Эрдогана на самом деле. После того, как Трамп ему говорит, давай Хаминеи убьем. Тут Зеленский ему звонит. Говорит, давай, мы и тебе поможем, и с тобой подрундилим. Смотрите как. Дуже радий вас чути, дорогий пане президенте. Передусім прийміть мої. Смотрите, рад вас видеть. Это он говорит с ним по телефону. Кислица, смотрите, какой сосредоточенный. Буданов что-то записывает. За Эрдоганом или за Зеленским, интересно? Вітання, прийміть найкраще побажання з нагоди священного місяця Рамадан. Рамадан, священный месяц, Рамадан. Тот Рамадан у мусульман, в который убили духовного лидера Ирана, войну, который начал. Даже название есть такое, война Рамазана. Оно там гуляет в разные аналитики. Смотрите, как он смотрит. Смотрите, прям. А кто из них султан, мне интересно, да, вот это вот. Смотрите, какой взгляд. Веки призакрыты. Потужник. Дуже дякую. Особливо ваша увага до таких чутливих, важливих речей для мене. Для мене також важливо. Вдячний вам. Сейчас надо довольного изобразить. Это прям игра, это моноспектакль. И Кислица и Буданов как декорации. Смотрите, сосредоточено. Що така експертиза потрібна і Туреччині, ми будемо готові це зробити і для вас.
если вам нужна такая экспертиза, как вообще, как Иран победить, как вот это обезопасить, мы готовы для вас сделать экспертизу. Он всем ходит, предлагает экспертизу, как дроны сбивать. Это ж никто не умеет, только Украина умеет. Бай-бай. Бай-бай. Всього найкращого. До побачення. Teşekkürler. Sağ olun. Так, поговорил. Поработал, слушайте, поработал. И это все снято так прям. Netflix. Я, если честно, Буданов что-то пишет о чем-то важном. Короче, в Стамбуле будет следующие переговоры. Это по итогам вот этого видео написал из плюс-минус внятного, это Зеленский. Ну и, конечно, Украина имеет опыт защиты жизни, поэтому Турции она может помочь. Той Турции, которая сегодня жестко, ну, не прямо, потому что это дипломатический язык, но четко сказала: Израиль, мы разворачиваем все свои силы, не дадим никому и будем готовы жестко отвечать. В Турции понимают, кто их провоцирует. И вот смотрите, ну и Зеленский тут как тут. Конечно, я же с мировыми лидерами. Надо снять еще красивое видео. Поговорил с Эрдоганом. Отдельная серия, прям «Слуги народа» получилась. А что в Украине, которая бережет жизни? Мобилизация. Сегодня отбрехивался и отдувался от мобилизации министр МВД Клименко в парламенте. Питання мобілізації є одночасно надчутливим і надважливим для України. Я переконаний, що ви чудово знаєте, в якій активній фазі війни проти російського агресора зараз перебуваємо всі ми. Погоджуюся, що мобілізація має бути справедливою. Смотрите, это потрясающе. То есть мы вот с вами разбирали Трампа, вот эти вот речи, да? А это, ну, министр внутренних дел, ну, типа главный мент, да? То есть, ну, мобилизация беспредельная, там то поножовщина, то драки, то менты, то, в общем, то противостояние, то, ну, короче, то стреляют, то еще что-то. То какие-то тетушки, то без формы, то без бодикамер. И вот это проблема. И вот тут вот это украинский политик выступает. Значит, говорит: вы знаете, на каком этапе у нас сейчас война с российским агрессором? Такие: да. Конечно, должна быть справедливая мобилизация. Но... І чітко в межах чинного законодавства. Сьогодні для загального розуміння хочу зупинитися на окремих процедурних моментах мобілізаційних заходів. О, давай, остановись. Хочешь? Остановись. Не сдерживай себя. Незважаючи на те, що питання організації процесу мобілізації не є відповідальністю Міністерства внутрішніх справ, я з великою повагою до вас сьогодні в залі говоритиму виключно про повноваження Національної поліції України, яка знаходиться в сфері управління МВС. То есть он сразу сбрасывает ответственность и говорит: это вообще не наша тема, я буду говорить про свою кафедру в этом мобилизационном вопросе. То есть я тут ни при чем. Мы тут ни при чем, играемся с мячом. І не торкатимуся компетенції інших владних органів. Отже, відповідно до закону, Національна поліція діє виключно на підставі, у межах повноважень та в спосіб, що визначений Конституцією та законами України. Да ладно, мы прям видим. І питання участі та повноважень поліції в мобілізаційних заходах є чітко врегульовано. Так, Нацполіція виключно за зверненням ТЦК бере участь у здійсненні заходів оповіщення військовозобов'язаних та резервістів спільно з військовослужбовцями ТЦК. Чем мы не одни. Но много было такое, что менты сами паковали и везли в ТЦК. Нет, мы как бы сами на себя это все брать не будем. Здійснює адміністративне затримання у разі необхідності та доставлення ухилянтів безпосередньо в центрі комплектування. А кто такой ухилянт? Ну, кто такой ухилянт? Вот до сих пор непонятно, кто это такой. Нет этого. Ну, так и напишите. Ухилянт. Это говорит министр, украинский политик. Так а кто такой ухилянт? Это кто решил? Суд решил, что он ухилянт? Или кто? Или как можно сказать? То есть даже за хулиганку ты хулиганом становишься, когда тебе, ну, скажем так, тебе выпишут хулиганство, осудят тебя за вот эту статью, тебе выпишут конкретно.
Також поліція зобов'язана за зверненням територіальних центрів комплектування та інших визначених органів влади доставляти до центрів комплектування осіб, які порушили мобілізаційне законодавство. То есть, подождите, ухилянты и нарушители мобилизационного законодательства — это два разных человека. Я не знал. При цьому зазначу, що адмінпротоколи за порушення правил мобілізації складають лише представники ТЦК, не поліція. Они даже протоколы не составляют. Они просто, ну, как на подхвате. Тобто Національна поліція не встановлює і не визначає статус порушення правил військового обліку та мобілізаційного законодавства. Подожди, ты только что назвал людей каких-то ухилянтами. Ты только что говорил, люди, которые нарушают мобилизационное законодательство, но ты этого не устанавливаешь. А устанавливает кто? ТЦК. А ты кто? Охранная фирма? Или как там вот эти братки, которые там ходили за всякими там приблотненными? Або, як його називають, статус у розшуку. Національна поліція лише виявляє осіб, які вже мають цей статус, встановлений посадовцями ТЦК. Якщо права підстава на затримання та доставлення є, поліція її виконує. Якщо її немає, дані і діяти по закону поліція не може і не буде. У мене є дані, скільки осіб поліція доставила до центрів комплектування. Ну, так поделись. Та очевидно, що публічне оприлюднення цієї інформації в час війни є недопустимим. Понятно, это война, нельзя никому, у меня вся информация. То есть, смотрите, а какая ценность от того, что он сказал, что у меня есть эта информация, но я ее не опубликую? Да ровно никакой. В Киеве, например, сегодня раскрыта схема массового производства продажи поддельных удостоверений правоохранителей для уклонения от мобилизации. Схему организовал бывший военный, который привлек еще 18 сообщников. Они вносили данные клиентам в бланки поддельных удостоверений, вставляли их фото по образцу настоящих документов. Такая ксива стоила от 3 до 5 тысяч долларов США в зависимости от срочности. То есть конкретно за 3 можно было купить себе ксиву, если тебя тормознули, ты показал, все, ты как бы проезжайте и свободно кататься. То есть можно спокойно, типа ты там. Показал, главное не забыть, да? Ну, и они же почти как настоящие, бланки-то настоящие. С мобилизацией просто происходит какой-то сюр, какой-то ужас. Ну вот на Закарпатье цыгане подрались и с полицейскими, и с ТЦКшниками. Значит, это цыган. Он бежит и как бы все снимает. Он опоздал немножко на основной замес, но готов ворваться. Смотрите, как долго бежит. Очень разъяренный по этому поводу. Вот так вот. Вот так вот. Ужас. Разбили им этот бус, отметелили. Кричит: выходь, ну типа выходи. Он там один уже лежит. Вот так вот. Вот вам и ТЦКшники, вот вам и цыгане. Паковали барона, наверное. Нет, ну на самом деле ситуация вопиющая, но уже люди дают отпор. Просто когда поодиночке, и они толпой, это одно. А когда вот такие, скажем так, ну, ромы их называют, ну как какие цыгане, схватили дрыны, отметелили, побили бус. Ну вот так. Иди его свищи. У цыгане аж вольная воля. И у людей заскакивают шарики за ролики. Они вот уже даже рассуждают о женской мобилизации вот таким образом. Ну, это вопрос на улице. Ой, да. А ви знаєте, вони дуже багато оці жінки, коли умовно там ось навіть подивитися в треці і так далі, що оце, виходить, хлопець ухилян, і вона починає: а, ти ухилян, ти там то, ти там это. Так пойди ти, чим ти хуже мужчини, да?
Ну, вы заметили, да, что у него панамка, очки, короче, чтоб не узнали. Это нормально. Он говорит, раздражают уже эти там, на этой волне, там, вот ты хлопец, ты ухылянт, там на него, ты не служишь, ты ухылянт. Понаслушиваются всяких вот этих потужников. Он говорит, так ты пойди. Чего? Нормально. Женщины тоже нормально служат. Давай, иди ты. Что ты называешь ухилянтом? Ти чуть слабее. А що ти не зможеш там готувати пацанам кушать? Або ти не зможеш там, умовно, десь медикаменти там щось подавати, десь щось ще. Та йди готуй хлопцям, вони умирають з голоду в окопах. Іди допомагай. Ти жінка? Ти думаєш, що ти жінка і тобі все можна? І ти оце ось крута така? Ні. Всі. Жінка, бабушка, дедушка, всі. Все. Женщина, бабушка, дедушка. Давайте все, а то задолбали все. Ухилянты. Есть такой персонаж, как бы пропагандист Зеленского с ток-шоу. Мент бывший убил человека, поэтому его не берут никуда. Ему сегодня был комитет, и у него спросили у гуровцев, представителя ГУР в Раде, так а у Золкина вообще есть что за бумага? У него ж бронь от вас, типа, от ГУРа. Я одразу хочу сказати, що перед тим, як я йшов на засідання, мене стосовно саме цього питання не попереджали, тому я на даний час не готовий вам відповісти стосовно пана Золкіна, чому причині його бронювання і з чийого дозволу він надає такі коментарі. Я обов'язково це питання з'ясую, щоб детальніше надати відповідь з цього приводу. Представляете, даже разведка не в курсе, откуда бронь у Золкина. Понимаете? Но он не ухилянт. Нет, он его просто не призвали. Он недавно рассказывал. Меня просто не призвали. И там психовал очень, когда ему задавали вопрос. Это ж всех гонишь на фронт воевать. Так сам чего? Ну там женщина, ты бабушка, еще кто-то. Так иди давай, помогай. Война что? Народная. Война же-то там... честная, давай, то какая разница? Все, значит, все. А так, получается, одни ухилянты, другие нет. Вообще с этим ухилянтом, если честно, просто какая-то мания. Это такая линия раскола, которая так еще аукнется всем. Просто никто не понимает этого. Сегодня сообщили о том, что это к вопросу, да, о том, как вообще все работает в системе украинской. Бизнесмен, у которого закупает картонные коробки Укрпочта, оказывается, имеет российский паспорт и ведет бизнес в России, на оккупированных территориях. СБУ его сегодня приняло. Это Геннадий Минин. Он бывший депутат ОПЗЖ, работал, на оккупированном Востоке. Он перерегистрировал свой комбинат по российскому законодательству, купил у компании набережных Челнов оборудование на сумму 1 000 000 евро и оформил заказчиком белорусскую фирму. Налоги со сделки поступили в бюджет России. В Украине он владеет Трипольским упаковочным комбинатом, который после 2022 года заключил контракт с Укрпочтой на 90 миллионов гривен, коробки для посылок отправлять. Его в офисе под Киевом сегодня задержали. Светит ему до 12 лет с конфискацией имущества. Коллаборюга, коллаборант. Представляете, какой? Укрпочта в связке, так сказать, да, действует госпредприятие стратегическое. А вот такие у нее поставщики. Представляете, какие нехорошие. Подождите, оккупировано, хорошо, оккупировано. Это ж Украина. Вы что, признаете Украиной эти территории? Скорее, там всего идет про Рубежанский картонно-тарный комбинат. Там какие-то цеха, которые остались, там, в общем-то, можно упаковку делать. Но, вот видите, нет, платишь бюджет. А что у самой Укрпошты с показателями? Вот финансовый результат предпринимательской деятельности, да, под управлением Смелянского, тот, который хамит всем соцсетям. И, в общем-то, все смотрят. Да? 7-й год, 15-й, с 7 по 15. Руководство Смелянского с 16 по 24. Кредит с дебетом «Украинские новости» подбили. Значит, это все, скажем так, получилось, что 27 миллионов, почти 28 он заработал долларов, а 74 потратили. То есть до Смелянского были прибыли, а после Смелянского, 16-24 год, предприятие стало убыточное, а зарплаты стали космические, поэтому нормально, конечно, можно и в серую
как говорится, присоседиться, присосаться через разные схемы, совершенно в обход закона, когда такие убытки. Это ведь, понимаете, это ведь точно такая же история. Если раньше воевали с прибыли, воровали, то сейчас воруют с убытков. Смотрите, больше убытков. Смотрите, как хорошо Смелянскому. А он же чей налогоплательщик? Соединенных Штатов Америки. И гордится этим. Вообще эти слуги народа, их скоро будут встречать и бить на улице. Они вот это вот не понимают. Их скоро будут... Для нас каждые полгода открывается какой-то новый слуга народа. Становится опасно. Вдруг тебя будет знать каждая собака, а потом кусать. Вот Мазурашу сегодня, депутата от «Слуги народа», покусала овчарка. Он, значит, продемонстрировал себя в соцсетях. Смотрите, какой болезненный укус. Прям за ногу, прям цапнула, прям сильно. А он пробежкой, оздоровительной занимался. Понимаете? И его вот это вот хватанули. Хватанули вот так. Уже собаки бросаются на этих слуг народа. Потому что власть. Потому что уже пора бы как бы и уйти. Но заодно этому парламенту спасибо. Так это за то, что Бубке пока, не знаю, будет ли вторая сессия, вторая, ну, в смысле, попытка, да, оставили награды, звания украинского чемпиона и украинского героя. Гераскевич приходил же, говорил, что давайте заберем у Бубки героя, у него же там бизнес на оккупированной территории, он же там такой-сякой, сам же из Луганска, вообще сам с Донецких. Нет, не проголосовали. Ну, там и народу, в принципе, немного сегодня было. Они так еле-еле слазились, они сегодня провалили там голосование конкретно по налогам на OLX и так далее. Ну вот, провалили и хорошо. Просто, может, неудачно поставили, может, еще надо будет поставить. Нужно опять приходить со шлемом Гераскевичу и требовать, чтобы Бубку, олимпийского чемпиона, призера чемпионата мира, функционера Международного олимпийского комитета, лишать всех наград и званий. Это ж так по-украински. Вообще по-украински, конечно, еще и зализывать разные места руководителям. Вот воюющий политический эксперт Кирилл Сазонов есть такой. Ну, говорят, что он прям воевал где-то там, воевал на передовой. Правда, собственно, в таких очень малоузнаваемых локациях он включался. Даже ранен был где-то, а потом, в общем, лечился. Ну, много было вопросов к тому вообще, где он, как и был. Он рассказывал, что Бахмут, там Лисичанск, там воевал, да, в самом начале. И продолжает, собственно, числиться в рядах ВСУ, даже там, после ранения. Так вот, значит, он начинает хвалить Буданова. Вообще очень много публикаций о том, какой хороший Буданов. Переход Кирилла Буданова из ГУР в кресло руководителя Офиса президента стало не просто кадровой ротацией, а изменений управленческой модели на Банковой. Эпоха сложных политических интриг и неформального влияния на все отходит в прошлое. Вместо эмоционального микроменеджмента мы видим на Банковой стиль холодной вежливости. Теперь награда – это не селфи в коридорах, а жесткая дисциплина с четким алгоритмом задания, срок исполнения. И это дает первые плоды. По словам Сазонова, когда офис Буданов возглавил парламент и правительство фактически вдохнули, ну как выдохнули, избавились от постоянного прессинга через мессенджеры, а то написывал там Ермак всем. Банковая и законодательная и исполнительная власть работают по формату партнерского взаимодействия. Еще одна деталь, на которую обратил внимание Сазонов, это кадровый кейс Буданова, который оказался нетипичным, потому что не увидели на Банковой масштабных чисток и новых лиц. Вместо этого Буданов демонстрирует холодный прагматизм, чтобы государственная машина не остановилась в самый критический момент. Ой, как эти шершавые кончики присоски языка, да как возюкают. Слушайте, это холодный прагматизм. То есть его поставили и сказали не убирать никого. Вы думаете, у Буданова нет кумовей, знакомых, товарищей? Есть. Просто он не может никого поставить. Об этом говорили в самом начале. Поэтому никого не поменяли.
Да и вообще возникает много вопросов. Может, всем остальным и дальше продолжает рулить Ермак, который сейчас отсиживается в адвокатской ассоциации и как бы там говорит, вот я помогаю. Но отдельные украинские эксперты, те, которые сейчас в последнее время популярны, да, по соцсетям, вообще говорят, что мир скоро будет. Знаете почему? Потому что видео удалили «Української правди» о преступлениях Ермака. Представляете? Ютуб видалив розслідування «Української правди» про Єрмака. Редакція «Української правди» назвала це цензурою. Ну, я думаю, що всі, хто хотіли подивитись, подивились. Всі, хто хотіли скачати, скачали. Я особисто нічого з цього не дивився, бо сенсу в цьому жодного немає. Короче, нормальный эксперт. Удалили. Кто хотел, посмотрел, кто не хотел. Я вообще не смотрел. Как это? Не читал, но осуждаю. Ось ці люди, вони незалежно ні від чого будуть все одно з грошима, біля влади, з владою. Какие люди? С деньгами возле влады, с властью. О каких ты людях говоришь? Это Ягодзинский, по-моему, да? В прекрасному становищі. І ніщо не здатне змінити ситуацію. Нет, подождите. Уголовное дело способно изменить ситуацию. С конфискацией, с опубличиванием. Все может изменить ситуацию. Как это? Я це говорю про всіх. А, про всех. Я думаю, спрашиваю, кто эти люди. Это все. А кто это все? Включно із Єрмаком, із власниками «Української правди», із власниками «Української брехні», з власниками всього. Вот это я понимаю, экспертиза. Это и обо всех. Это обо всех. Я говорю, все равно все поблестно. Богатые богатеют, бедные беднеют. Профессор. От я вкотре закликаю людей жити своє життя. От Не лезь, ты сдался тебе этот Ермак с его миллиардами. Свою жизнь живи. Она ж такая может быть короткая. Прилетело завтра что-то ПВОшное, или там дрон какой-то залетел, или обломок ракеты, и нету. А ты вот это вот Ермак у тебя в голове. Не думай вообще об этом. намагайтесь розбиратись в міжнародній політиці, там, вивчайте мову. В международной политике. Слушайте, давайте разбираться в международной политике. Президент США просит президента Турции убить нового аятоллу и руководителя государства, потому что предыдущего он убил сам. Давайте разберемся. Классная международная политика. Я вообще считаю, что это, представляете, шутка ходит такая по интернету. А кто-то сейчас сидит и изучает международное право, международную политику. До речі, записуйтесь до нас у школу, в Телеграмі є якраз контакти. Наймайте своїм дітям там репетиторів з математики, щоб у вас голова не боліла, щоб ви не від синусів і косинусів. До речі, це теж можна зробити в нас в школі. Ну, он пиарит свою образовательную программу. Ну, нормально вышел в эфир, чего? І от далі просто живіть своє життя. От приходьте додому, сідайте в крісло, беріть каву, дивіться на дорогу, на вулицю, виходьте до людей, спілкуйтесь. А там ТЦКшники, к каким людям выходите? О чем ты? Выходите к людям, общайтесь. Класс! Читайте якісь книжки, просто якісь художні. От якщо у вас немає якихось там великих політичних амбіцій, от просто намагайтесь робити все, щоб вижити. І Будь планктоном. Выживи, главное. Потому что если ты помрешь, ну тебя же не съедят. Ну, как бы, только отдельные стервятники. І будьте на боці миру. Мир обов'язково прийде. Обов'язково. А оці люди, вони нікуди не зникнуть. Вони були, є і будуть. Ви тільки собі нерви зіпсуєте. І нічого не зможете зробити. Підписуйтесь на цей канал. Ми тут для того, щоб триматися разом. Ми для того, щоб оцей градус абсурда не перешкалював. Ми піднімаємо актуальні теми. Ми намагаємось підсвічувати якісь там соціально значущі теми. Ми це робимо. Ми робимо, тому що ми разом. То есть Ермак, воровство, его обещание «я пойду», не надо тебе это. Мы вот как бы глобальная международная политика, математика, вот это все. Это все равно ничего не приведет. Они все равно будут при деньгах, никуда они не денутся. Обмотайся в белую простынь, не ползи себе потихоньку на кладбище. Вообще ни о чем не думай. Ни о чем не надо думать. Все равно Ермак удалили. Все равно мир будет, мир придет. Живи свою жизнь. Живи и не суйся туда. Если ты не хочешь никакую политику, вообще не интересуйся политикой. Так мы жили очень-очень долго.
Потом так всех подняли по свистку на Майдан, страну угробили после Майдана, не нашлось людей, потому что никто ж не разберет. Детей побили. Киев, вставай. Давай, ты что? Зверяче побыття? Беркут. Коктейли Молотова в него. Своих же сограждан, то есть правопорядка, да, который плохой Янукович. Так он уходил уже, этот Янукович. Все, ж договорились. Он говорит, я ухожу, выборы внеочередные. Все, давайте, выставляйте, выбирайте. Нет. Выгнать, прогнать, а то на Донбасс. И понеслась по кочкам. То есть это потому, что люди не разбирались. А вот потом они столкнулись с тем, с чем они не разбирались. И смотрят, что с ними происходит. А вот эти убаюкивающие вещи, они как бы читай книжку, там, проведи время. Я, кстати, очень вам благодарен, что вы все равно смотрите, следите за этими вещами. Ну, то есть тем, что по-настоящему важно. Вот когда сядет Ермак, тогда мы можем сказать, в стране что-то изменилось. Когда сядет Зеленский, внимание, с позором, с аудиозаписями, сядет, вот тогда мы скажем, все изменилось. Причем все говорят там, вот ликвидируют, как Хамини. Нет, это ничего не даст. Все будут говорить, это мученика слепят из него еще эти пропагандисты. А вот именно сядет, придут, докажут, или также по беспределу промучается в СИЗО несколько лет перед каким-то приговором, да, а потом получит этот приговор, еще отменят там закон, когда там в общем, и все. И вот с таким сроком, как в Америке, там на 300 лет, вот тогда это мы скажем, да, вот тогда можно быть спокойным за всю систему, можно не интересоваться и не знать, кто там чего, и вообще быть неактивным. Беда, и к этой беде привели вот такие вот люди. А мир скоро, не переживайте, все нормально. Люди приводят к этой беде. Я вам вчера показывал эту девочку. О том, что девочка обратилась, а у нее там российский флаг. Сегодня выяснилось, что эта девочка, она вообще Гороховский это руководитель Монобанка, богатейший человек, что эту девочку, он ее оболгал и обидел. Я тот самый человек из данного поста. Изначально я обратилась в Монобанк по поводу того, что мне заблокировали карту. Я находилась не у себя дома и даже не обратила внимания на то, что висит на стене. После этого я увидела, что прославилась на весь интернет. На меня обрушились много хейта. Но хочу сказать одно. Это флаг Словении. Данный человек, не разобравшись в ситуации, позволил себе выставить меня на всеобщее обозрение. Я ни в коем случае не поддерживаю страну-агрессора, у меня воюет вся моя семья. Я родилась в Украине, люблю Украину, но людям лишь бы хоть кого-то унизить и облить грязью. На этом видео меня выставили грязью просто так. Просто так. Вот она там публикует фотографии в сети, вот она с папой, а папа сейчас воюет. Вот эта девочка и папа. Девочку, конечно, правда, не узнать, она, видите, накрашена. Ну, она же не верификацию проходила, а выпускной, наверное, какой-то непосредственно. Пришли к Гороховскому и говорят, что ж ты делаешь, сволочь? Он говорит, обожаю жанр, не все так однозначно, вижу посты некоторых озабоченных граждан на фото и с этим флагом, отвечаю, у тех сторонников русского мира в Украине не будет никакой защиты персональных данных. После 12 лет войны мы не можем гарантировать никакой защиты этим коллаборантам. Любите Россию, обходите нас 10-й дорогой. Постскриптум. У нее на фото флаг России. То есть идиот. Понимаете? Просто идиот. А вот это началось, и вот это повылазило все дерьмище как раз-таки тогда, когда всем говорили, и эта девочка, по большому счету, папа воюет, да, она сама находится в Германии,
Она жила долго в Словении, они переехали потом в Германию, ну, потому что условия лучше, там, понятно, да, пособия, да, вот они там находятся, живут. А отец на фронте, семья вся, говорит, у меня воюет. То есть всех зацепила война. А она живет эту жизнь свою, там, молодая девчонка. Она пришла к подружке домой, она тоже там она словенка, со Словении. И сфотографировалась, и просто заблокировала карточку. Она просто... Это случайность, получилась случайность. Но это чучело, которое донаты, сбор на ядерку, помните, он проводил, этот Гороховский, банки со Стерненко, там, русорезы всякие. Это вот чучело, потому что оно публичное, потому что оно большое, оно как бы мнение, его вес имеет, мнение, оно взяло и попрало любые правила. Эту фотографию она не выставляла нигде. Это фото получилось таким, потому что оно, верификация банка ее застала вот так. И она просто себя сфотографировала, чтобы ты, банк, организация, где есть банковская тайна, есть защита персональных данных, чтобы ты ее, собственно, вот как бы вернул ей доступ к карточке, находясь в Германии. А Гороховский, этот SEO, верхний руководитель, берет ее фотографию абсолютно обычной девчонки, которая, она не хочет в политику, она хочет читать книжки, она хочет выходить на улицу, жить свою жизнь, но за границей, не в Украине. В Украине это очень тяжело. Но она хочет пользоваться своей карточкой украинской. А ты ее выставляешь посмешищем, на нее налетело в соцсетях, нашли ее, сразу начали там угрожать, начали вот эти все припудренные кастрюлеголовые на нее нападать, понимаете? И ее жизнь изменилась, а потом она должна каждой лающей собаке с ней здороваться и говорить, что нет, у меня папа воюет, у меня все воюют, я сама не в России, это славянский флаг, а все говорят, славянский флаг, да врет она все. То есть тут профессиональная этика, человеческая этика. Просто повел себя как хамло. Значит, Гераскевичу такому же, он там денег собирает, дает, там банки открывает. А девочку, которую он обидел, она не хотела, чтобы ее лицо видела вся его аудитория. Не хотела. А он, в общем-то, подарил вот такую популярность в кавычках. Значит, он должен компенсировать, он должен заплатить денег, он должен извиниться публично вместе с Монобанком. Потому что это позорище. Но у нас все держится на этих скандалах идиотских. На идиотских скандалах. Вот выползает участница, вот совсем недавно, еще ж не остыли вот эти посты, клавиатура с гневными вот этими печатаниями не остыла разных людей. Тина Кароль, которая песенку записала, когда у всех света не было, да, там, у нас немає світла, у нас есть тепло. Я не люблю скандали. Вони самі виникають. Что ж там за скандал у нее возник? Значит, недавно в России, российскому подкасту, интервью выступила Ани Лорак. Была такая певица, украинская, как она остается. Я считаю, что она остается украинской певицей, несмотря на то, что там все с нее поснимали. Она уехала в Россию. Но она Ани Лорак, украинская певица. И она рассказывала о том, как она в Украине там строила карьеру, что происходило, что да как. И упомянула там Тину Кароль, потому что у нее был патрон Коломойский. И, в общем, там всех как бы сбивали, да, с пути. В общем, занимались нечестной конкуренцией. Середній палець для зрадниці. Тіна Кароль на концерті в Одесі відповіла Ані Лорак на закиди про виживання з України. Нагадаю, у нещодавньому інтерв'ю Куєк вкотре жалілася, що їй не давали виступати в Україні. У розмові згадувалася і Тіна Кароль, мовляв, саме вона може бути до цього причетна. Символічним стало те, що саме перед піснею «Україна – це ти», Кароль сказала і показала, що думає про це. Дуже складно в житті зробити вибір і йти прямо, знаєте, не обертаючись взагалі ніколи. Дуже легко. Правою рукою брати російські рублі, а лівою витирати сльози, що не пускають в країну. Очень легко правой рукой. Это, смотрите, это же лидеры, это же вот считается, она же считается прима. Прима. Сейчас никого ж не осталось там, да? Ну вот прима. Говорит, легко
одной рукой брать российские рубли, а второй вытирать слезы горюющих там женщин, вдов. Дуже хотіла це сказати. Вот такая дерзкая. Хотела сказать и сказала, и палец показала, и такая вся. Ух! Деградация сплошная. Сплошнющая. Ужасающая. Ну, тут еще надо показать свежий номер Оли Поляковой, которая скопировала полностью хореографию, внешний вид и посыл Лободы. Получилась китайская копия Лободы, которая ездит по миру с украинским флагом, которая не в части, потому что, видите ли, она песни особо не переводит на украинский и выступает и по корпоративам, и везде она работает. И Ани Лорак работает. Работает, да, работает в России, получила паспорт и работает. Вышла там за какого-то иностранца, бизнесмена, замуж и, в общем, там поет теперь в России. Да, ее место освободилось. Да, Лободы место освободилось. Можно факи тыкать, можно номера переделывать, копировать, воровать, ходы, там, сценические движения. Можно. Но только куда это приведет? К самоедству и самоуничтожению. А это типа кумиры, это типа иконы, на них слушают песни, ими восхищаются, у них там пиар какой-то, у них какие-то эти моменты. В общем, Тина Кароль отыгралась за свой этот факап с вот этой своей песенкой, которую там мы и в шуме разбирали и так далее. Но как отыгралась? За счет кого-то другого. Правильно, за счет того, кто в России. Так она же наша, кто-то скажет. Как эту девочку из-за рубежа в Европе. Так она ж наша. Нет, все. Облитый помоями уже там не обсохнет. Вот так и живут, получается, украинцы. Вместо того, чтобы поддерживать друг друга и находить силы это делать на профессиональных уровнях, на уровнях культурных, на уровнях каких-то. Нет, не будем поддерживать. Российские рубли берешь. Так ее закрыли в Украине. Вот эти же националюги бегали по концертам и срывали концерты. Потому что, видите ли, там за Януковича когда-то пела. Так как за Юлю Тимошенко многие пели. Многие там выступали в России, многие выступали везде, там кормились. Та же Полякова в России выступала. А сейчас она тырит номер у Лободы, но она патриотка. Та же Тина Кароль с Коломойским патроном как бы пробивалась изначально и очень завидовали. Всегда завидуют таланту друг другу. Конкуренция нечестная. Но это, патриотизм вот этот деланный не должен нечестной конкуренции непосредственно следовать. Так, друзья, всем большое спасибо за то, что смотрите в столь поздний час. Давайте про Трампа и про конкуренцию Трампа. Трамп это 4% помазанник Божий, значит, 9% гениальный политик и стратег, 14% воплощение дьявола и 74% просто напыщенный индюк. Спасибо большое за то, что проголосовали. Спасибо большое за то, что вместе, да, вот Саша говорит, до утра тут смеются, Тин Король, ну да, значит, Шелест выдумывает каких-то других украинцев. Да нет же, никто не выдумывает. Да не выдумывает никто, все такими были. Я вам больше скажу, завтра все закончится, и все будут резко нормальными. Вот посмотрите, вот увидите, все будут резко нормальными. Однозначно. И это спадет все пелена, и все вообще, никто не, скажем так, никто даже не одумается, что это такое было раньше. Так. Значит, что здесь по новостям? В Ивано-Франковске не убирали мусор, потому что коммунальщики не имели брони и не выходили на улицу, заявил мэр города Марцинків. И свалка стихийная прямо в центре города. Ну, не в центре, а в спальном районе города. Нормально. Нормально. Нефть немножко подорожала, $90. Немножко подросла сейчас.
Сирийские курды предостерегают иранских курдов от сотрудничества с США в борьбе против иранского правительства, пишет нам западная пресса. Очень интересный поворот. Ну и да, прогремели, ну это еще раньше прогремели, там взрывы были в Запорожье. Так, друзья, что по вопросам? Давайте быстренько, потому что всегда зарекаюсь там короткий делать, шум короткий, понимаю, всем завтра на работу, но все равно так вот не получается, точнее не совсем получается. Так, слушаю шум, ощущение дурдома, но то, как Будулаи отметили ТЦК, прям отлично. Бегущий цыган, боящийся пропустить. Это событие очень смешно. Ну, конечно, это может быть главное событие в его жизни. Ну так, представляете, они же отбили там кого-то. Так, пьяный проспится, а дурак никогда. Это да. Так, спасибо, Саша, за эфир, спасибо вам большое. Ну и правильно, нету брони, не ходи на работу. Да, а есть, жить за что? Дворник, вы думаете, они немного получают? Так, Саша, как думаете, все закончится война в этом году? Уверен, что закончится. Уверен, что закончится. Это сейчас просто время такое. Сейчас там ночь темна перед рассветом. Посмотрите, уверен, что закончится. Окно в марте. Пока никто не отменял, но там есть, конечно, нюансы, но мне кажется, что вот мы увидим много новостей после вот этой встречи. Ну, должны, по идее, увидеть много новостей после вот этой встречи. В Стамбуле, скорее всего, будет, наверное. Встреча в Стамбуле. Так. Трамп возмущается в своей соцсети, что Иран минирует Ормузский пролив. Почему возмущается? Потому что в ВМФ США всего 4 тральщика. Ну да. Конечно, будут минировать. Конечно, будут минировать. У меня было заявление там одного из руководителей. Говорит, мы открываем, никто не блокирует. Если это будет пролив, который помогает всему зарабатывать в мире, то мы за. А если вы будете топить наши танкеры, а мы будем ваши топить, мы будем перекрывать. Почему нет? Так, спасибо за эфир, хорошо пошумели. Да, так, а ты разве не был сам такой неразбирающийся? Такой не был, разный был, и все, и каждый из нас был совершенно разный, но таким не был точно. Ваш гость Арестович говорит, что не закончится война, он так видит. Почему вы тут такие смайлы ставите ужасные? Ну, так видит, так прогнозирует, так чувствует. Не может она не закончиться. Ну, не может. Ну, цыгане с палками уже метелят ТЦКшников. Ну, не может, понимаете? Дадут денег, вы говорите. Да не дадут. Да ну, посмотрите. Вы же видите, это такая форма такая государственности. Ну, или как? Безгосударственности. Ну, сначала венгры, потом Фица будет, потом с поляками опять поссорятся, потом еще что-то. Это так не воюется, так не может быть. Ну, только если что-то экстраординарное не случится, понимаете? Действительно, там ядерку какую-то не применят или какой-то вот такой провокации не будет. Все-таки, как ни крути, но это все равно в рамках какой-то конвенциональной войны. Хоть и, конечно, жертвы это всегда там тяжело в Брянске, но били же, показывают, ударили в Кремний-Л. Ну да, М, ударили в Кремний-М, ну попали-то возле остановки, и вот оттуда вот эти погибшие, понимаете? Но били-то, получается, по военному объекту. Вроде это не то. А вот когда конкретно по мирняку ядеркой бомбанут, понимаете, по какому-то городу, вот тогда, наверное, все немножко так, ну, это полностью изменит представление о том, что вообще будет дальше происходить. Но пока нет. Ну, или там не втянет Беларусь, например, в войну Зеленский, что тоже полностью поменяет эту историю. Я, кстати, очень интересно, там, это... Кто же это говорил? Квасейчук рассказывал сегодня о том, что сегодня он говорил о том, что ему эксперты там западные говорят, что Украина поделится на 2 части, будет со столицей в Киеве, столицей во Львове. Это эксперты, собственно. А Буданов типа мы не допустим. Ну, как бы допустим, не допустим, но если так будет, то чему быть тому не миновать. При сценарии вовлечения Беларуси, ну, вполне возможно, и вот этом ужесточении дурном, вполне возможно, что и такой вариант будут проигрывать. Но то, что закончится война, она должна закончиться.
Так, на что способен Зеленский, чтобы отвлечь внимание мира от Ирана и переключить на себя любимого? На все. Он на все способен. На любые все эти вещи. Он способен на все. Вопрос только, дадут или не дадут это сделать. Насколько себя Лондон в седле чувствует. Если скрипит потертое седло, и ветер бередит былую рану, ну тогда, конечно, надо ждать какой-то беды или какой-то жуткой провокации. Сам способен как бы на многое, но он все равно действует подконтрольно. Так. Какая национальная миссия? За что зацепиться? Не понял ваш вопрос. Или вы с кем-то, наверное, дискутируете. Слива к концу эфира более уставший становится. Это вы что-то пишете вообще, что-то непонятное, да. Однословно принять какие-то интересные вещи. Так, спасибо всем большое. Друзья, откуда у ТЦК разрешение на огнестрел? Под ТЦК может косить каждый ЖКХ? Может. Но это же військовослужбовцы. Они же военные. Военное положение, военное, конечно, при оружии. Так. Территория Беларуси это Киев, что ли? Конечно, Киев. Там очень близко. Разве не следует избавиться от Зеленского и его соратников и смириться со своей судьбой, что если не будет войны, мне кажется, положительным вариантом? Смотрите, избавиться от Зеленского априори любой другой как бы от войны избавит. Смотрите, уже будет все иначе. И вот это вот самый такой важный фактор. Тут же вопрос, как? Александр, если все-таки события в Иране станут ключевыми по завершению конфликта в Украине, вы по-другому будете говорить о Трампе? Смотрите, я говорю о Трампе так, как я думаю, так, как он заслуживает. Сегодня говорили о Трампе. Сегодня вы говорили о Трампе тоже. Я предложил там, конечно, вариант напыщенный индюк, но и вариант мессия тоже был. Потому что так сейчас Трамп выглядит. Трамп выглядит сейчас именно так. События в Иране, безусловно, они уже становятся ключевым событием по завершению войны в Украине. Вопрос как? И вопрос, вот смотрите, сохранение Зеленского, сохранение курса страны, сохранение этого всего идиотизма, который происходит в Украине, но только нет войны. Ну и типа Россия согласится на вот этот идиотизм, который происходит внутри Украины. На частично, давайте так. Да? Это победа Украины? Я считаю, нет, это поражение. И Трампа в том числе, который мог вообще все изменить. Так, могут ли принести в жертву сирийский режим? Он, кажется, уже мешает и Израилю, и США. Про Иран и Россию молчу. Удар ЯО по Дамаску. Все в шоке, все довольны, кроме бритов. На этом фоне заключается мир по Ирану и по Украине. Интересное развитие событий, но нет. Турция не позволит это сделать. Нет, повоевать там, конечно, могут. Сирийские курды, там другие курды, ну, там это дело такое. Они над ними воюют, фактически над Сирией. Летают самолеты, сбивают ракеты. И у Израиля претензии территориальные есть, да. А мы же видим, что Израиль сейчас ключевой Израиль. Но я думаю, что вот такого сценария с ядеркой по Дамаску нет, не будет. Ни в коем случае. А вот ядерка по Ирану, вероятно, если Трамп поймет свою беспомощность. Ну, то есть по смене режима и по продолжению слишком затянувшейся войны. Хотя он же всех победил, все разбомбил, смотрите, как ему хорошо. Там остались, он идет с опережением графика. Все в порядке. У Хексакна просто другие разнарядки. Друзья, всем большое спасибо за то, что этой ночью побывали на шуме. Берегите себя и друг друга. Всем добра и света. Хорошо пошумели.